Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о фрукте, который еще относительно недавно был для россиян настоящей диковинкой. Его видели разве что в бразильских сериалах, а не на отечественных прилавках. Речь идет о манго. Сегодня этот великий фрукт, а именно так он дословно переводится с санскрита древнего индийского языка, можно свободно купить и насладиться нежной, ароматной мякотью с большим количеством минералов и витаминов. Его по праву можно считать королем тропических фруктов. Внешний плод напоминает грушу, но едва ли их можно спутать. Мякоть фрукта мягкая, сочная и необычайно вкусная. Внутри плода есть ядро, массивная косточка. Она занимает треть всего фрукта, но не употребляется в пищу. Вкус манго описать сложно, это нечто среднее между абрикосом, ананасом, бананом, персиком и дыней, присутствует и лимонно-розово-хвойный аромат. Чтобы правильно очистить манго, его нужно разрезать посередине, как можно ближе к косточке, а затем на каждой половинке следует сделать узор в виде решетки, не прорезая кожуру. Фрукт необходимо вывернуть мякотью наружу и получившиеся кубики отделить ножом. Полезные свойства, приятный вкус и элемент экзотичности все больше повышают популярность этого плода с каждым днем. На сегодняшний день порядка 20 государств занимаются выращиванием и поставкой этого фрукта. Но исконной родиной прекрасного и плодовитого дерева манго является Индия. Кроме того, у индусов оно считается воплощением бога Праджаяпати, создателя всего сущего. Именно Индия – главная страна, где растет манго. На сегодняшний день в ней насчитывают около 100 его разновидностей. В Индии под манго отдан почти 1 миллион гектаров плодородных земель, что составляет почти 70% от всей площади, на которой ведется промышленное плодоводство этой страны. На этой территории ежегодно выращивается и поступает на мировой рынок 65% мирового урожая манго, а это составляет 9 миллионов тонн. Все сорта условно можно разделить на два вида: индокитайские, это зеленый оттенок кожуры и вытянутая форма, а также индийские, оранжево-желтый округлый плод. Внешний вид плодов сильно варьируется по размеру и форме. Плотная матовая кожица может быть окрашена в зеленый, желтый, розовый, красный, кирпичный цвет. Нередко эти оттенки комбинируются. Плоды манго могут быть почти круглыми, овальными, овально-продолговатыми или похожими на человеческую почку. Зачастую поспевая, плоды манго лопаются на верхушке и почти всегда имеют несколько искривленную форму. Размер плодов манго тоже разный, от 6-7 см до 25 см, крупные плоды достигают веса от 2 до 2,5 кг. Вот посмотрите, как выглядят некоторые сорта манго. Самые дорогие манго в мире – это японские манго сорта Тайо но Тамава, что в переводе значит «яйцо солнца». Выращивается манго на юге Японии в префектуре Миядзаки. Плоды обычно продаются по цене от 25 до $200 по всему миру. У манго красная и яркая кожура с желтыми пятнами на плодах. Мякоть оранжевого цвета, нежная, наполненная сильным ароматом манго. Фермеры в Миядзаки подкладывают сетку под каждое манго. Когда манго созревает, оно при падении попадает в сетку. Его неповторимый вкус отличает его от других сортов. Он продается в коробке как дорогой гаджет. Поэтому японцы выставляют особо красивые плоды на аукцион, где любой желающий может купить его по цене, намного превышающей рыночную. Так, несколько лет назад пару плодов такого манго купили за 500 тысяч йен, это примерно $4500. Такие плоды обычно покупают успешные бизнесмены, чтобы заявить о себе. Это своего рода пиар. Манго – величественное 30-метровое дерево с широкой округлой кроной. С возрастом крона мангового дерева может достичь в ширину почти 40 метров, по мере приближения к верхушке она становится все более вертикальной и тонкой.
На хорошо удобренных почвах стержневой корень манго уходит в землю на 6-метровую глубину. Хорошо развитая широкая корневая система также дает дополнительные глубоко прорастающие опорные стержневые корни. Манговое дерево – долгожитель, оно может расти до 300 лет, оставаясь при этом плодоносным. Темпы роста дерева достаточно высокие, но первые плоды оно приносит только через 10-15 лет после высадки. Большинство манго готовы к сбору через 100-150 дней после цветения дерева. А начало цветения манго зависит от местоположения и климата, где растут деревья. В зависимости от региона сезон сбора манго варьируется от середины лета до зимы. Но в большинстве случаев манго готово к сбору в конце лета и осенью. По мере созревания цвет манго изменяется от зеленого до желтого с красноватым оттенком. Однако внешний цвет плода не лучший способ определить, созрела ли манго. Лучший показатель – это цвет мякоти плода. У полностью созревших манго мякоть будет желтого или оранжевого цвета. Если манго можно сорвать с дерева при помощи небольшого усилия, то вероятно, что плоды созрели и они готовы к сбору. Если плоды срываются при сильном надавливании, то нужно подождать еще немного времени, чтобы манго созрело. Манго можно сравнить с персиками, они, как и персики, смягчаются по мере созревания. Спелые манго должны иметь текстуру, похожую на полностью созревшие персики. Мягкость легко проверить, нажав на плод. Манго собирают и недозревшими, если холодная погода или предстоит длительная транспортировка. Манго в таком случае дозревает при комнатной температуре. Выбирать следует здоровый плод. На нем не должно быть вмятин, царапин и каких-то других повреждений. Нужно положить фрукт в бумажный коричневый пакет и не слишком плотно его закрыть. Вместо пакета можно обернуть плод бумагой или газетой. Оставить немного свободного пространства, чтобы фрукт не задохнулся. Туда же необходимо поместить 3-4 яблока. Пакет кладем в любое сухое место на 4-6 дней, в зависимости насколько твердая и зеленая манго. Важно, манго с яблоками не мыть, чтобы они не начали гнить. Являясь практически вечно зелеными, листья манго представляют собой розетку, расположенную на концах веток и множественных веточек, с которых они свисают на тонких черешках наподобие ленточек длиной от 3 до 10 см. Молодая листва, периодически появляющаяся на ветках, может быть желтоватой, нежно-розовой, ярко-розовой и даже винно-красной. Взрослея, листья становятся темно-зелеными и блестящими сверху и оставаясь более светло-зелеными снизу. Явно выраженная центральная жилка бледная, от нее отходят множественные горизонтальные жилки. Взрослый лист достигает 30 см в длину и 6 см в ширину. В Индии коровы, поевшие небольшое количество листьев манго, выделяют мочу, окрашенную в ярко-желтый цвет. Этому способствует наличие в листьях иуксантической кислоты. Такую коровью мочу используют для окрашивания тканей. Если продолжать кормить коров листьями манго, животные погибают, поэтому использование листвы манго в качестве корма запрещено. Цветение манго приходится на начало весны. Дерево выглядит в это время очень эффектно. Тысячи, иногда до 3-4 тысяч, маленьких желтоватых, пастельно-розовых или красноватых цветов усыпают взрослое дерево в период цветения. Они собраны в весьма декоративные, прямостоящие грозди, высотой 40 см. Большинство цветков, иногда до 90%, являются мужскими, остальные – двуполые. Запах цветов манго немного напоминает аромат лилий. Естественными опылителями манго являются летучие мыши, питающиеся цветочной пыльцой, жуки, бабочки, мухи, дикие пчелы, осы, муравьи и другие насекомые, питающиеся нектаром. Домашние пчелы ничем не выделяют цветочный нектар манго среди прочих растений, поэтому какой-либо особой роли в опылении этого растения не играют. Определенный процент приходится и на самоопыление. Манговые деревья не особо привередливы к составу почвы, им необходим только хороший дренаж. Богатая жирным суглинком, хорошо увлажненная, удобренная почва способствует активному вегетативному росту дерева в ущерб обильности его цветения и плодоношения. Очень благосклонно относится манго к песчаной, каменистой почвам, отлично растет в Израиле на засоленных известняках.
Манго легко выращивается из косточек. Срок прорастания и сила ростка зависят от того, насколько спелым был плод, из которого взяли косточку. Косточка должна быть свежей, не высохшей. Сохранение в схожести может быть достигнуто путем хранения косточки в полиэтиленовом пакете, но ростки в таком случае получаются несколько ослабленными. А вот с черенками все обстоит не так просто. Высаженные черенки манго требуют специальной обработки стимуляторами роста, но и в таком случае только 40% из них выживает. Наилучшие результаты дают черенки, взятые от взрослого дерева. Однако, ни проращенные черенки, ни воздушные отводки не дают сильной корневой системы, поэтому эти методы размножения манговых деревьев практического значения не получили. Следует отметить, что вкусовые качества плодов мангового дерева, выращенного из косточки, могут быть непредсказуемыми. Для получения гарантированно вкусного фрукта необходима прививка определенного сорта на сеянец, либо растение должно быть произведено клоном, отводками от сортового дерева. Обычно манговые деревья дают урожай один раз в году, однако в промышленных садах и питомниках применяются самые различные достижения современной агрономии, позволяющие получить 2 и даже 3 урожая ежегодно. В начале сбора урожая манго следует помнить о раздражающем соке, который выделяет кожура недозрелых фруктов. Хотя блестящая струйка на манго в супермаркете не представляет опасности, сок фруктового дерева может отправить сборщика фруктов в больницу. Это потому, что сок очень кислый и содержит маслянистое соединение под названием урушиол, то же самое вещество, что и ядовитый плющ. Урушиол вытекает из стебля, когда манго снимают с дерева, и может представлять опасность, если случайно попадет в глаза. Он также может вызвать манговую сыпь при попадании на кожу, напрямую или через загрязненную одежду, что может вызвать зудящую сыпь, отек или даже язвы, похожие на ожоги. Через несколько часов после воздействия на коже могут появиться даже волдыри. По сути, это форма контактного дерматоза. Раздражение кожи может длиться от 1 до 2 дней. Вот почему только что собранные манго помещают в антоцидный раствор, чтобы нейтрализовать сок. Чтобы избежать воздействия сока во время сбора урожая, работники работают в перчатках, а также тщательно обмывают фрукты после снятия, чтобы удалить остатки сока. Сбор манго производится как с земли, так и с использованием гидравлической лестницы. Манго – фрукт нежный, поэтому требует к себе бережного обращения. Сорванные плоды осторожно помещают на брезентовую платформу, которая размещена на движущемся транспортере. Чтобы нейтрализовать воздействие раздражающего кожу мангового сока, над брезентом и контейнером для сбора фруктов распыляется вода. Достаточно подержать плоды под водой в течение 5 секунд, и ожогов можно избежать. Плодоножка должна быть удалена, чтобы сок не продолжал выделяться. Если сок попал на руки, то их нужно вымыть перед тем, как прикасаться к другим плодам манго. Дело в том, что даже небольшое количество сока может повредить плод. Он покрывается пятнами и теряет товарный вид. Удаленные плоды на дереве снимаются при помощи длинных шестов, оборудованных специальными секаторами. Лезвия срезают плодоножку в нижней части плода, а зажим на штоке удерживает срезанный фрукт, который затем перемещается на платформу или контейнер. Плоды из резервуара с водой попадают на конвейерную ленту и направляются в контейнер для транспортировки. Чтобы плоды не повреждались, они падают на мягкий пенопласт. По мере заполнения контейнера пенопласт удаляют. Производительность сбора манго значительно увеличивается, когда используется гидравлическая лестница, которая называется сборщик вишни. Лестница управляется одним человеком и может перемещаться вверх и вниз, а также внутрь и вокруг дерева. Собранные манго помещаются в мешок, где они сразу обмываются водой, чтобы убрать раздражающий сок. Когда сумка для сбора плодов наполняется, лестница перемещается к земле. Манго высыпают в тару для дальнейшей транспортировки. Иногда плоды собирают, срезая целую ветку, на которой находится фрукт. Их срезают при помощи секатора. Так как фрукт не повреждают, то есть сок из него не вытекает. Руки сборщика остаются в безопасности. Во время погрузки и транспортировки следует следить, чтобы стебли не повреждались и не вытекал манговый сок. Для этого на линии упаковки необходимо смотреть, чтобы ящики не были переполнены сверх нормы, что может повредить стебли.
Манго – это скоропортящийся продукт, который не может долго находиться на плантации. Поэтому задача фермеров как можно быстрее доставить плоды к месту хранения и переработки. Манго обычно упаковывают в коробки из гофрированного картона, где они размещаются в один слой от 8 до 20 фруктов на коробку. Также используют ящики, в которых должно быть достаточное количество воздушных отверстий, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. На плантации ящики складируются для дальнейшей транспортировки на фабрику. Кроме фабрики, часть фруктов сразу идет для реализации на рынках или в торговой сети. Такие плоды проверяют на соответствие качеству. Они должны быть целыми, свежими, здоровыми, без черных пятен или следов повреждений. Не допускаются плоды гнилые, загнившие или подверженные порче, с посторонним запахом, делающие их непригодными к употреблению. Плоды должны быть собраны на той стадии физиологического развития, которая позволяла бы им дозревать, выдерживать погрузочно-разгрузочные операции и прибыть на место назначения в удовлетворительном состоянии. В связи с этим не допускаются невызревшие плоды, мякоть которых на срезе имеет белый или бело-желтый цвет, а также перезревшие. На фабрике плоды промываются и обрабатываются паром для удаления вредителей. Плоды экспортного качества отделяются от остальных плодов. Эти фрукты высшего качества отправляются на обработку фунгицидами. Их промывка осуществляется в два этапа. Сначала ручная обработка, где убирается лишняя пыль с кожуры фруктов. Затем манго помещают в обмывочную машину, где мыльный раствор окончательно удаляет оставшуюся пыль. Затем плоды отправляют на сушку, а затем на сортировку, которая осуществляется без вмешательства человека. Здесь манго попадает в отдельные корзины, в зависимости от веса. После этого фрукты направляют в камеру для термической обработки паром. Этот процесс стерилизации соответствует самым строгим международным стандартам. При паровой термообработке цель достигается путем насыщения камеры водяным паром и без использования любых химикатов. При этом процесс поддержания температуры и влажности строго контролируется. Это самый безопасный способ обработки фруктов. Особое внимание уделяется упаковке. Это имеет решающее значение для сохранения качества продукции во время транспортировки и последующего использования. Манго упаковываются в картонные коробки одинакового размера и веса. Их запечатывают для дальнейшей транспортировки на экспорт. После завершения упаковки манго помещают в холодильные камеры на 10-12 часов при температуре от 12 до 13 градусов Цельсия или выше в зависимости от сорта манго. Со склада манго отправляются на грузовом автомобиле-рефрижераторе с регулируемой температурой в аэропорт для экспорта в различные страны. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!